Всем привет, меня зовут Шотимус, и я продолжаю плыть по дну трансформеров. В этой части мы поговорим про жалкие попытки авторов мусора оправдать себя и свой мусор. И прямо перед тем, как мы продолжим, я хотел бы внести некоторые правки. Я хотел бы извиниться за столь резкие выпады в сторону Макса Гейминга касательно его мнений на этот сезон. Просто когда я увидел его участие на том стриме, я ожидал, что Максим задаст более конкретные вопросы с проблемой некоторых диалогов. Да, он все же задал некоторые неудобные вопросы, но он не копал глубже. И из-за чего я, как простой зритель, заставший еще и это видео, после стрима я подумал, что Максиму мнение не важно. Я еще вспомнил видео про робот-мастеров, которых он просто порвал на куски. Ну а после сделал на них дубляж. Для обычного зрителя, который достаточно долго следит за своим кумиром, эти ситуации могут показаться противоречивыми. Ведь я, допустим, недоумевал, как Максим не обратил внимания на противоречия в диалогах, как в случае с Шоквейвом, когда он отказался от армии из-за наплыва автоботов, из-за боязни анархии Кибертрона, и самое главное, имея шанс переломить ход войны в свою сторону, он ею не пользуется. И все же, поговорив с одной из приближенной Максима, я успокоил себя мыслью, что Максим просто мало что знает об этом проекте. Как в случае с Мистиком Гальватрона, где он сказал, что фильм противоречит книге из-за наличия Родимуса. Но я хочу сказать вам, сказать русскоязычным зрителям, что фильм никак не связан с другими сериалами, книгами, играми и комиксами. Этот проект связан только с ТФП и ничем более. Такой выбор избавил канон создателей фильма и будущей трилогии от ненужных сюжетных дыр. Но обо всем я выскажусь в обзоре на данный фильм. Однако для меня вопрос мнения Максима касательно фан-продолжений так и останется открытым. И тогда он говорит, что фан-продолжений Прайма бред. Но на стриме он оценил фан-продолжение. То есть без особой на то причины оценил фан-продолжение, хотя сам же отговаривал нас их смотреть. Просто для меня важно услышать, что сподвигло тебя поменять свою точку зрения. В противном случае я буду думать, что для тебя мнение ничего не значит. Кроме того, некоторые фанаты этих самых медийных личностей в основном в качестве аргументов используют мнение медийной личности. Это тема для отдельного видео, его я сниму осенью, а пока я еще раз хочу извиниться за резкие выпады в сторону Максима. Просто в прошлом в некоторых видео он говорил дезинформацию, не стопроцентную, а тут на стриме он говорит, что ему понравился 4-й сезон. Но я надеюсь, что Максим полностью ознакомится с этим проектом и поймет, что у этого проекта большие проблемы с логикой. А Алиандре, спасибо, что согласилась на диалог со мной. И спасибо, что прояснила ситуацию. И просто что я хочу сказать. Кумиры также могут быть неправы или полностью не разобраться в ситуации. Но в моем случае, я слишком резко высказался по поводу участия Максима. Ведь по сути, ничего не решилось на том стриме, а хейтер просто взял слова назад. Надеюсь, вы меня правильно поняли, и я не являюсь хейтером Максима. Ведь если я был таким, то в грубой форме перечислил бы все ошибки его прошлых видео. Надеюсь, что я вам спокойно объяснил всю ситуацию, и вы все поняли. Так, спокойный режим отключен, теперь включен режим быдла. Давайте и дальше будем плавать по дну трансформеров. Братишка! Братишка! Я не какал. Я тебе покушать принес. Давайте я вкратце напомню о сериале. Анимация дерьмовая. Драки унылые. Даже хуже, чем ненавистным для многих Анаргоне или в том же Ирине 15 года. Вот просто посмотрите на анимацию драк из Мистика Гальватрона до рендера и после, и сравните сразу с готовым рендером до 4-го сезона.
Сериал ТВП тащил прежде всего музыкой, сюжетом, персонажами и прекрасными боевыми сценами. Изящная хореография движений драк, подходящая музыка, да и анимация для этих самых драк проработана идеально. Месть Галатрона пусть до уровня Прайма не дотягивает, но главную фишку Прайма данный фильм не упустил. И что же мы видим здесь? Рэтчет! Ну все, Арси, сказку ты послушала, теперь пора спать. Сериал бросается из крайности в крайность. Я сам не понимаю, что он хочет рассказать и показать. Как автоботы восстанавливают планету, я этого не увидел, только мельком. Сериал не начинается плавно. Он сразу бросает нас в гущу бессвязных и случайных между собой событий. Это и появление Клиффджампера, и пропажа Арси в первой серии, и отправление Магнуса, Балкхеда и Бигудата. А потом спустя минуту в этой же серии они уже здесь и им снова куда-то надо. А также глупый план Десов, взятый из потолка. Отвечать под этим обзором будете? Хотя, учитывая название, вы вряд ли будете. Да и миру будет лучше, потому что вы не напишете очередное тупое оправдание. Давайте посмотрим что-то помимо обычных серий. Обычные шорт-видео. Что это такое? Это как бы смотрибельно, но это не вот это. Это если что мое продолжение, и все верно. Но теперь все по-другому. Улучшенная графика, анимации и озвучка. И все это в третьей серии, которая уже вышла. Кстати, там возвращение Клиффджампера. А в четвертой серии, которая еще не вышла, вообще графон шик. Только посмотрите на это. И да, продолжение тут ради сюжета. Ссылка в комментах. Ужасное продолжение ТФП? Ни одного ужасного не показали. Лишь стоя показали. Иронично. Продолжение ради сюжета, запомните. Фанатские продолжения Трансформеров Прайм. Сериал был настолько популярен, что Hasbro решили сделать продолжение. Вот только настоящим фанатам оно вообще не вкатило. И именно поэтому начали появляться фанатские продолжения. Самое популярное и самое первое продолжение — это Месть Гальватрона. По названию понятно, что автоботы будут противостоять Гальватрону. Уже по названию видно, что это продолжение не призвано каким-либо образом закончить все сюжетные линии или как-то завершить общий сюжет, потому что в Трансформерах Прайм не все сюжетные линии завершены, как уже понятно. А просто продолжение не ради сюжета, а чисто ради продолжения. Ого, не ради того, чтобы закончить сюжетные линии и плевать, что это первая часть трилогии фильмов. Вам следует поучиться у них. И плевать, что на арте ко второму фильму показана Эйрахнида, Инсектиконы, Старскрим, Шоквейв. Да, не ради того, чтобы сюжетные линии закончить. Это я к тому, что неправильно говорить только об одном фильме, который изначально планировали сделать как первой частью новой трилогии. Нельзя взять и сказать, что первый эпизод Звездных войн не раскроет предысторию оригинальной трилогии, не сказав, что это первая часть трилогии приквелов. Также и с Местью Гальватрона. Нельзя говорить про этот фильм, что он не закроет сюжетные линии без упоминания будущей трилогии, которая точно закроет все сюжетные линии. И второй фильм как раз и начнется со старых сюжетных линий, которые не были закрыты еще в Прайме. Без учета Рида, само собой. И да, сколько у вас серий планируется? 10? А учитывая то, что у вас хронометраж почти каждой серии хромает то 10 минут, то 9 минут, то 8, то знаете, сколько у вас будет хронометраж? Примерно 100 минут. А это меньше Мести Гальватрона. Я уже молчу про два еще не вышедших фильма. И если взять общее время фильма Мести Гальватрона, примерно 130 минут, и еще два будущих фильма, то будет примерно 390 минут. Вопросы? 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 Сюжетные линии не завершат за 400 минут? Я просто с этих псевдоконкурентов. Ваша агитация и реклама жалкие и ничтожные, как и ваш сценарий, которого нет. Теперь давайте поговорим о тех, кому этот шедевр понравился. Сразу скажу, я хочу в спокойной обстановке сказать, почему те, кому понравился этот сезон, не совсем правы. Либо их мнение о том, почему это понравилось, просто разбивается некоторыми фактами насчет данного сезона. Теперь давайте поговорим о самом популярном мнении о том, почему ТФП 4 сезон не заслуживает такого хейта. Я заметила, что многие тут делают замечания. Говорят, что это не канон и пишут, что анимация плохая. Засуньте себе свое мнение знаете куда? Во-первых, это фан-продолжение, о чем создатели говорят. Во-вторых, они еще учатся, и они стараются для нас. А вы пишете много ошибок и не канон.
Сами попробуйте что-то сделать, а потом хейтите. Учатся, да? А тогда почему они не научились еще до выхода серий? И сразу свои огрызки выставляют на YouTube как готовый продукт. Ты считаешь это дерьмо каноном? Серьезно? Нет, просто серьезно, девочка моя, без обид, но... Ты вообще проводила анализ оригинального сериала и все за сезона? Случай с Уилджиком, когда он бросил гранату в грязи. Кроме того, как я говорил, авторы этого дерьма не старались над анимацией, и нам сразу кидают огрызок с криком «Жрите!». Ты совсем немножечко вкус потеряла? Серьезно? Нам нельзя хейтить и указывать на ошибки просто потому, что это фан-проект? Да, давайте не будем критиковать месть Гальватрона за модели людей, Искру Праймуса за боковой вид трансформеров, Прибытие за некоторые ошибки расположения героев и так далее, Комбатиконов за слабую экспозицию, Элиту за то, что нарисовано в серии всего 2 и так далее. Фан-проект не оправдание тому, что можно сделать огрызок и оправдать тем, что это фан-проект. Сам попробуй сделать, они учатся. Я бы никогда, слышите, никогда не начал бы делать свой фан-проект, пока не научусь делать качественные анимации и, кроме того, не выпускать серию, пока не будет доработан сценарий, графика и анимация. Помимо прочего, я позвал бы еще больше людей, ибо 2 человека — это мало. И неудивительно, почему этот комментарий изначально закрепили, лишь бы адекватные и внимательные критики и по совместительству зрители не писали гневные комментарии. Если бы создатели старались для нас, а не для заработка, то сперва продумали сюжет, доделали анимацию и, самое главное, не придумали тупые оправдания, чтобы вернуть клиффджампера. Про продуманный сюжет я поговорю в конце, и вы поймете, насколько все бездарно. И знаете, они делают это в коммерческих целях, хотя они не могут зарабатывать на сериале, который принадлежит Hasbro. Ладно бы прибыль шла на покрытие расходов, как в случае с фан-комиксом «Суд над Мегатроном», где на обратной стороне комикса написано, что прибыль идет на покрытие расходов, когда печатали этот комикс эксклюзивно для TF Nation. А это, между прочим, неофициальная конвенция по трансформерам. И сам сценарий комикса делали один из людей блога «Спроси Вектора Прайма» и один из авторов гайд-книги по анимейтеду. А ведь это небезызвестные личности, и если бы Hasbro нашли в этом проекте коммерческую цель, авторов комикса засудили. Но авторы прямо написали, что прибыль идет на покрытие расходов. А у вас куда они идут? На покрытие моделей, скажешь, дорогой зритель? А я так скажу тебе, что они хотят зарабатывать на этом никчемном проекте, аргументируя тем, просто потому что другие зарабатывают по 1000 и ничего. Если бы вы не ради денег, то продумали и доработали сценарий. Ибо в данный момент я вижу продолжение ради заработка, а не продолжение ради продолжения. И кто там говорил, что продолжение ради продолжения? Но самое ублюдское — это просьба написать сюжетку с предаконами, хотя до этого Том Эссенс заявлял, прям агитировал, что наш проект закроет все, месть Гальватрона не закроет сюжетные дыры, и вообще мы крутые. В общем, смотрите мои эмоции на эту битву титанов сами. Там я знатно охуел. Короче, я сейчас в Дискорде посидел и увидел такие просто сообщения, что я просто выпал. Им нужен сценарист, чтобы написать сюжетку с предаконами. А сами до этого заявляли, прям агитировали, что наш проект закрывает все, и мы якобы давно готовили свой сценарий. Нам не прям сюжетку нужна. Да у вас поди сценария не было про предаконов. И когда опять серии ушли в утиль, вы только сейчас вспомнили про них. А у вас 10 серий планируется. Просто посмотрите сейчас. У меня жопа сгорела, я бомбил. Да, дебил. Он в том, что я никого не заставляю, а он агрессирует и дает шанс выбрать сюжет.
Да, да, да. Сдохни в аду, мразь. Это я осуждаю. Прям жестко осуждаю. Идиота кусок. Ну, в общем-то, я надеюсь, что Максим все-таки заметит мой обзор и поймет, насколько данные авторы из себя представляют. Люди должны знать о том, кто эти люди. Что такие люди готовы переходить уже на жесткий мат и с оскорблениями. Так еще и заявлять в открытую, что наш проект закрывает все. И наш проект сделал то, чего не... Наш проект сделал то, чего не сделали другие. Чересчур ЧСВшные они. Я очень надеюсь, что Максим все-таки осознает, с какими людьми он общался. И знаете, какую сумму они просят за то, чтобы увеличить хронометраж серии до 20 минут? Это было на одной из трансляций с автора 4-го сезона. Всем привет всем. Кто будет править Кибертроном? Никто. А вы собираетесь поднять планку серии по 15-20 минут? Если ты нам задонатишь 50 тысяч рублей, то давай 100 тысяч рублей, тогда да, поднимем. Привет, привет, привет. Вы, ребята, не АУЕ ли? Вы там совсем берега попутали? Может вам еще 500 тысяч перевести? Ну, чтобы совсем проехать деньги. Учитывая то, какую парашу вы насочиняли, и то, как вы мерзко и бездарно пытаетесь агитировать свой проект. Ты совсем соскочил с резьбы? Обкурился? Что за чушь? Этот человек принимает сильнейшие психотропные лекарства. Я видела их у него на полке. Вот, собственно, адекватный комментарий, где нужно отличать хейт от критики, учиться на ошибках и прислушиваться к зрителям. Однако в случае с этими авторами, моя критика переходит в хейт, ибо им настолько наплевать на логику и здравый смысл, что я не удивлюсь тому, что Сайлос может вернуться к жизни вновь. И, к слову, эту идею поддержал один из создателей под одним видео. Люди, комментарии которых хейтят многие, сами ничего толком не умеют и критикуют. Конечно, есть хорошие люди, не спорю, но их мало. Дамочка, для критики анимационных произведений вовсе не обязательно уметь самому делать анимацию. Ведь у нас есть глаза, чтобы рассмотреть и сравнить анимацию, а также сценарий. Да и к тому же, раз уж ты так сильно защищаешь их, то что это ты, интересно, не хочешь помочь им? Не умеешь делать 3D анимацию, но запрещаешь нам указывать на какие-либо ошибки или просто высказывать недовольство по поводу вопиющих моментов? Да ты просто гений! Если вы не умеете делать анимацию, вы не можете критиковать. Но это я так предполагаю из слов девочки. И вот она, делающая Гачу Лайф, а не 3D анимацию, может затыкать нам рот по поводу критики и анимации. Неплохо просто. И еще вот более развернутый ответ на высер про критику. Причем от случайного человека. Можете сами найти этот комментарий от второй серии. И вот только попробуйте сказать, что он не прав. Только попробуйте, и я вам пришлю открытку с критикой и приглашу вас смотреть «Сумерки». Может быть, я и груб в плане критики сериала, но авторы чересчур ЧСВшные кидают нам незаконченный и противоречивый продукт, который проигрывает даже худшее произведение по лицензии от Hasbro или Takara Tomy. И, кстати, хотите реальный случай, когда создатели делали ложные ЧСВшные заявления о своем проекте, даже о проектах? Переиздание 3D трилогии GTA. Grove Street Games делали такие заявления, что адекватному человеку, испытавшему отвратительный ремастер, станет плохо. Очень плохо. Потому что как можно делать такие заявления, когда само переиздание срато по всем параметрам? Я хоть сам и не играл в этот ремастер, потому что мой ноут для работы предназначался, но даже на стадии трейлера меня смутили белые капли дождя, причем видимые. И тут я вспоминаю про сратое переиздание GTA San Andreas в честь десятилетия и понимаю,
что хорошего одного в кавычках переиздания явно ждать не стоит. И я оказался прав. 0,5 баллов на метакритике в первые дни релиза. Мало того, что релизная версия получилась убогой, так еще и слитые файлы игры не смогли почистить. В результате чего фанаты 3D вселенной GTA смогли найти много чего интересного спустя 17 лет после выхода San Andreas. И вот вам небольшой вопрос на засыпку. Кто разрабатывал ремастер GTA San Andreas в 2013 году? Ну конечно же Grove Street Games, которые на момент выхода первого ремастера носили другое название. И по какой-то неведомой причине именно эту студию выбрали для создания окончательного издания трилогии GTA. Не, ну а чё? Они делают 20 проектов одновременно. Высшее качество. Для фанатов же старались, верно? И как после такого можно адекватно оценивать такой мусор, привлек лица фанатов 3D GTA, в том числе и такой мусор, как 4-й сезон. Ну и далее там уже идут споры о нужности и ненужности фан-продолжений ТФП. Я скажу так, не все сюжетные линии были завершены, а потому продолжение должно быть. Знаете, что еще я смог найти в их Discord сервере? Конкурс на бесплатный доступ к 5 серии, нужно быть подписанным на официальный Discord сервер создателей и написать отзыв о 4 сезоне. И знаете, кто выиграл и с каким отзывом? Правильно, Smokescreen Prime. С его отзывом: имба, ребят, продолжайте в том же духе. Не все нравится. Не то, что этот рид. И буквально спустя 40 минут он выиграл в этом честном конкурсе. Я, конечно, мог бы написать подобный комментарий, со второго аккаунта выиграть и слить серию в сеть, но я не опущусь до такого, чтобы написать подобный и лживый комментарий от себя. Авторы 4 сезона настолько бездарные, что не только не могут нормально высказываться о других фан-проектах, но и не могут нормально привести аргументы того, почему рид 15 года плохо. Давайте мы послушаем их жалкие аргументы. Первое. Это, конечно же, сюжетный дыр. Почему Бамблби лейтенант полиции? Он ведь был в команде освободителей Кибертрона. Почему какие-то десептиконы правят высшим советом, а не команда Прайм? Ты последнюю серию смотрел? Там Циклон сказал это. A challenge. We usurped the High Council so easily, I'd almost forgotten the thrill of facing one. In the wake of our home planet's reconstruction following the war, a new High Council swept into power. They promised to keep weary Cybertron out of interplanetary affairs. Это, по всей видимости, ни о чем не говорит. Рид беспощадно ломает канон трансформеров Prime. Soundwave вышел из зоны тени из 2 порталов, хотя для этого достаточно одного. Как мы помним, Джек, Мико и Раф вышли из зоны тени из 1 портала. Каким образом Soundwave оказался на Земле, если он был на Немезиде? Если бы он воспользовался Граундбриджем, то вышел бы из зоны тени. Да ваш проект ломает логику и канон Прайма сильнее, чем Рид. И да, я предлагаю послушать эти реплики. Now, calculating for relative time delays and ionospheric distortions, the signal emanated from the exact location as the original ground bridge coordinates. But we already looked for him there. Perhaps, but not in the correct dimensional phase, as their message stated. But if I can recreate the feedback loop which triggered the event, I might be able to generate a rescue portal, allowing passage from their dimension. Спасательный портал. Спасательный нужен. Если, как ты сказал, и 1 портала хватит, то почему Soundwave на протяжении 3 лет не мог выйти таким банальным способом? Идиоты тупорылый! То есть он оказался между 2 порталов, его засосало в зону тени, и по итогу он вышел из нее, когда Немезида пересекла космический мост? Для выхода из зоны тени достаточно войти в любой портал. Любой портал. This guy is stupid. Вот никогда бы не подумал, что буду защищать Рид 15 года, чтобы полить грязью тех, кто создал свое продолжение из-за Рида 15 года, а по итогу сами наложили штаны со своим проектом и аргументами. И ЧСВшными заявлениями. И да,
Используйте нормальный русский перевод, наземный или земной мост. История Старскрима. Почему в Даркмаунте на Кибертроне было какое-то оружие Мегатрона, если самого Мегатрона на Кибертроне после войны не было? Да и в Даркмаунте на Земле этого оружия тоже не было. Еще и то, что у Мегатрона были миниконы, которые якобы были его экспериментом. Про них в ТФП ни слова не было сказано. Откуда они в Даркмаунте на Кибертроне и кто занимался этим экспериментом на мертвой планете, наверное, и Сарис сам не знает. А уж про то, что Старскрим и Саундвейв магическим образом сменили свой внешний вид, я вообще молчу. Так, во-первых, если по твоей тупой логике, почему не было оружия в Даркмаунте на Земле, то почему также не было и миниконов? Это я к тому, что аргумент, почему пушек не было на Земле, тупой. Потому что пушки были созданы Мегатроном и не являлись частью здания. Во-вторых, меня убила эта фраза. Если Мегатрона не было на Кибертроне, а ты не подумал, что эти пушки могли быть созданы до того, как Мегатрон улетел с планеты? В-третьих, про дизайны. Старскрим сам сказал, как получил такую внешность. After I disposed of the Predacons back at Darkmount, I simply thought it best to adopt a look as powerful as I was feeling. Возвращение Оптимуса Прайм. Каким образом все Праймы отдали пол своей искры Оптимусу? Очень странно и то, как он выбрался из мира Праймов. В общем, сюжетная дыра на дыре. Да и просто обесценили смерть Оптимуса. Тебя не смущает, что он является 13-м Праймом и поэтому смог пережить такой процесс, а сам 13-й, уже переродившись в теле Оптимуса, даже не подозревает о том, что в прошлой жизни он был 13-м Праймом, а имя 13 условное имя, про настоящее имя мы ничего не знаем, поскольку сам 13-й попросил стереть его имя, поскольку он не хотел, чтобы его тело нашли, когда он переродился. Тебя это правда вообще не смущает? Почему Бамблби главный герой, если в Трансформерах Прайм преемником Оптимуса был Смоукскрин? Рид пошел по классике, сделав главным Би, возродив Оптимуса. Так он мог быть хорошим детским мультсериалом, отдельным ТФП, и никто бы ничего даже не смог бы сказать. А так... Ты тупой фанатик Смоукскрина, раз ты поставил себе аватарку Смоукскрина. И поскольку ты не смотрел этого фрагмента... I can't do this. I mean, sure, who wouldn't want to be a Prime? But I'm really not ready for that kind of responsibility. И этого. Predacon allies. You called it, B. And to think Optimus almost passed down the Matrix to me. Whoa, what? Yeah, I said it. But right place, right time doesn't mean right bot. I know that now. У них Смоукскрин отказался быть тем, кем хотел быть. Легендой, как Оптимус. И он понял, что главная команда, а не личные заслуги. Если вы хотите подробный анализ и развитие персонажа как Смоукскрин, можете посмотреть это замечательное видео. Вихиконы субтитры предоставили. По итогу, аргументы того, почему Рид плох, настолько жалкие и ничтожные, как и сам 4-й сезон ТФП в принципе. Настолько все глупо и нелепо. Если вы хотите нормальной и аргументированной критики по поводу Рида 15 года, то опять же я могу посоветовать эти видео. Субтитры также прилагаются. Давайте послушаем минусы ТФП от автора 4-го сезона. Начнем с минуса, про который мало кто задумывался. Эрахнида. Почему она имеет вид земного паука? Это еще ладно, а почему у нее из рук паутина? Да, конечно, понятно, почему это было сделано, и это трудно объяснить, да и сценаристы сами небось не знали, как это сделать. Так что тут осталось претензий. Этот парень какой тупой! Далее слив персонажей, таких как Дредвинг, Скайсквейк, Мейкшифт и Клифф. Ну, если с Клиффом еще понятно, почему так сделали, с Мейкшифтом тоже плюс-минус, так как дальше одной серии его личность не продвинуть, это будет тупо неинтересно. А вот с братьями Скайсквейком и Дредвингом все куда интереснее. Скайсквейка просто оставили зомби в зоне тени, он ведь может в любой момент оттуда выйти через один портал, и все люди узнают про трансформеров, если он забредет в город. Пожалуйста, заткнись со своим одним порталом. Да и вообще, это безлюдное место. Кто его может увидеть? Вот кто? Далее несостыковки с выровненной вселенной. Да, выровненной, не объединенной, это ошибка. Так вот, разработка ТФП стартовала в начале 2010 года, а игра, однако, за Кибертрон тоже в начале 2010 года. Так что в чем же была проблема созвониться с сценаристом и продумать совместный сюжет, если выровненную вселенную объявили в этом же 2010 году? Вы не знаете?
И я тоже. Кто шарит, пишите в комментах. А мы погнали дальше. Во-первых, это не ошибка, а во-вторых, что то название, что другое название неофициальные, поскольку сами Hasbro не давали названий этой вселенной. Выровненная вселенная так и получила свое название на основе слов Hasbro, но это западный вариант. Объединенная вселенная, я вообще не знаю, откуда взялось это название у нас. Но оно фигурировало в официальной группе ВК по трансформерам. Поэтому что то название, что другое название не являются официальными названиями. А знаешь, почему есть недочеты и почему создатели не согласовали свои действия? А все просто. Hasbro знали о таких недочетах и позволяли автору делать все по-своему, поскольку важны главные черты сюжета. Но попробуйте сказать, что из этого редкон, а что нет. Авторы сериала Prime хотели абстрагироваться от игр High Moon, в то время как сами High Moon придерживались идеи выровненности вселенной. Но кроме предательства Старскрима, которое оставляет много вопросов, это предательство также было прописано и в комиксе «Ярость Диноботов», а с автором был одним из создателей сериала Prime. Текстуры. Они в трансформерах Prime, конечно, очень хорошие, но есть и исключения. Это, конечно, текстуры грязи и потертости на телах трансформеров, а также текстуры очень плохого разрешения на земле, то есть на земных ландшафтах. Скорее всего, это было сделано для экономии ресурсов, да и это был 2010 год, чего мы вообще хотим. Допустим, я рядовой зритель, и я должен тебе на слово поверить без приведенных картинок? Нет, я не поверю без доказательств. Следующий минус — это, конечно же, продолжение. Рид оказался полным отстоем. Его я уже разобрал в отдельном видео, ссылочку в описании, но думаю выпустить вторую часть. Учитывая ваш сратый сезон, то я лучше предпочту Рид, нежели ваше говно. Следующий минус связан с Орелом Паксом. Почему после того, как он получил матрицу лидерства, он стал называться Оптимусом? Как он сменил имя? И явно, что не сам, потому что, как нам рассказывал Рэйчет, что после того, как он получил матрицу, он стал называться Оптимусом Праймом. Почему не Орион Прайм? И еще нам было сказано, что Праймус создал 13 Праймов. И тут еще одна несостыковка. Во-первых, что у них одновременно у всех была матрица лидерства? А кто тогда был дальше? Вот, допустим, победили они Юникрона, и что дальше? Я один этого не понимаю. Они типа все сдохли? И потом были какие-то другие праймы? И почему нам говорят, что Оптимус там 13 или последний прайм? Тут все очень сложно, и мне кажется, они сами не поняли, что сотворили. Тебе прямая дорога в дурдом, где тебе попытаются помочь хорошими таблетками и хотя бы оградят от тебя общество. Комикс приквел к войне за Кибертрон. Книга «Исход», главы с 12 по 15. Книга «Завет Праймуса». Все там расписано и разжевано. А про Праймов это самое всратое, что мне приходилось слышать. Нет, ребят, я уже теряю связь с человечеством и отказываюсь верить в то, что автор полностью адекватный. И вообще хоть что-либо знают про сериал Prime. И про выровненную вселенную в частности. Серьезно? Что дальше было с Праймами? И сами не поняли, что сочинили. Перестань что-либо говорить про ТФП, рейд 15 года и так далее. Ты в этом деле полное дно, как и этот 4-й сезон. Если вы хотите нормально посмотреть анализ ТФП без воды и сами не поняли, что сочинили, то опять же советую одного и того же автора, который в вопросе ТФП, а также книг, комиксов и так далее по сериалу хороший знаток. А это видео так вообще меня больше всего поразило своим названием. Ни 4-й сезон, ни видео с минусами ТФП, не видел, почему Рид плох. Меня больше всего взбесило именно это видео. Где посмотреть продолжение 3-го сезона? Денис, ты совсем уехал? Ты за кого нас принимаешь? Нет, это уже прямая дорога к психлечебницу, серьезно. Апдейт. Это видео больше всего меня взбесило одним лишь своим названием. Продолжение 4-го сезона. Какие могут быть продолжения 4-го сезона? Если фан-проекты, приведенные в вашем видео, никак не связаны с вашим 4-м сезоном. Это было во-первых. Во-вторых, ваш проект бездарен. В-третьих, настоящего 4-го сезона не существует. А ваш проект – отрава для детских умов. Самое главное, напоследок. Если вы думаете, что авторы 4-го сезона не насильно заставляют своих зрителей платить за то, чтобы посмотреть серию на Бусти, то
Посмотрите эти комментарии. No. Oh, he tried it. Все. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все окончено. Подведем итог по всем 5 сериям из 10. Четвертый сезон TF Prime недостоин называться четвертым сезоном. Даже этот канал недостоин так называться. Ужасная анимация, несвязанный сюжет, плохой монтаж, бесконечное выпрашивание денег, лайков и подписок, ЧСВшные и высокомерные заявления. Идея об четвертом сезоне просто взялась из потолка, ибо другого объяснения тому, почему автор сделал видео по CS Mobile, а потом вдруг просто решил перейти к трансформерам, я не могу найти. Сначала сделал фан-трейлер Тачек 4 и увидев, что можно срубить капусту на бусте с малолетних фанатов ТФП, сделали тизер ТФП, всем понравилось. Дали отрывки, а потом первую серию и собрали 100 тысяч просмотров. Я никому не советую этот сериал. Он сырой, и за 10 серий сюжетные линии не раскроются и не закончатся полностью, учитывая то, что 5 серий уже доказали это. В общем, это был трэш-обзор на трэш-сериал 4 сезон ТФП. Я скажу так, лучше уж 2 Гримлока, Десептиконский зверинец и подростки-автоботы, чем вот такой вот 4 сезон. В контексте того, что если бы мне пришлось выбирать между Ридом и ТФП, 4 сезон, разумеется. На этом у меня пока все. В третьей части мы разберем все остальные 5 или 3 серии, в зависимости от того, сколько выйдет и насколько быстро. Ну а потом я окончательно покину дно трансформеров. Может быть. А может и нет. А может, пошел ты. Огромное спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Пишите комментарии по типу «О, это сделано фанатами, о, ты ничего не понимаешь. Сначала сделай анимацию сам, а потом критикуй». С вами был я, Шотимус. И до встречи в комментариях. А, ты убери ее! Убери ты кого-то! Убери, я сказал! Иди мойся, пидорам, я убью сейчас! Ты какой ванизм, а? Что делал, дружный с тобой? Делаем, покушали! Покушаем вместе, давай покушаем, посидим, хоть весь в говне! В говне! Хуя ты говно? Я не срал сегодня вообще! Уйди! Убери тарелку! Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make them give back our past.
Will there be English dubbing of this? No. But if you want you can use a translator.